Густой утренний туман обволакивал проселочную дорогу между холмами. Солнце едва начинало пробиваться сквозь серое небо, и его свет ложился на землю приглушенными бликами. Ветер шелестел в сухой траве, цеплялся за редкие деревья, покачивал дорожные знаки. Все вокруг дышало покоем, но под этим спокойствием скрывалась долгая дорога, пройденная в тишине и мужестве. По обочине шла кошка. Она была истощенной, ее шерсть сбилась в клочья, хвост тащился по земле. Ее движения были медленными, но решительными. В зубах она несла крошечного котенка, сверток жизни, почти лишенный движения. Шея у нее дрожала от усталости, лапы неуверенно ступали по влажной земле, но она продолжала путь. Каждый ее шаг был молитвой, безмолвной просьбой, только бы дойти, только бы спасти. Сколько она шла, неизвестно. Возможно, сутки, возможно, двое. Она избегала людей, шумов, машин, шла по ночам, замирала днем. Ее лапы были в ссадинах, в глазах читалась не только боль, в них была отчаянная, безусловная любовь. Все, что у нее было, она несла в пасти. Где-то за городом Гринвилл, в отблесках ламп у заправки, она увидела мужчину. Он был высоким, с сутулой спиной и тяжелым взглядом. Человек, потерявший что-то важное в жизни. В его движениях не было ни спешки, ни тревоги, только привычка и усталость. Она подошла к нему не потому, что верила, потому что не осталось выбора. Она осторожно опустила котенка на землю перед ним и посмотрела вверх. Ее глаза были не просто глазами животного. В них читалась целая история, выжженная, пережитая, оставленная за спиной. Это были глаза, в которых отражалась бесконечная дорога, по которой она шла одна, унося в зубах последнее, что имело значение. В этих глазах было все — первобытный страх, проникающий в самые глубины инстинкта, неуверенная, почти болезненная надежда, вспыхнувшая в самый последний миг, и любовь, безграничная, иссушающая, та, что не требует слов, но говорит громче крика. Она смотрела прямо, не мигая, как будто понимала, что каждое мгновение, каждая секунда могут стать решающими. В этом взгляде не было просьбы, была безмолвная жертва. Словно она говорила: «Я не знаю, кто ты, но я знаю, что больше не могу. Он умирает, и у меня нет больше сил его нести. Пожалуйста». Это был не взгляд животного. Это был взгляд матери, перешедшей грань страха. Матери, которая уже отдала все, что могла, и теперь стояла с последней надеждой в глазах, словно встав перед самой судьбой. И в этот момент, посреди тихой заправки, в тени старого фонаря, сквозь шум мотора, гул далекого шоссе и ветер в сухих листьях, время словно остановилось. Ничто больше не существовало, ни мир, ни машины, ни тревоги. Только она и он. Только ее глаза, полные невыносимой боли, и он, замерзший под их тяжестью. Это был момент истины. Не потому, что нужно было что-то решить, а потому что дальше уже нельзя было не откликнуться. Перед ним не стояла кошка. Перед ним стояла любовь, выведенная на границу жизни и смерти, молчаливая, трепещущая, готовая исчезнуть. И он понял, если он отвернется сейчас, он станет частью той самой жестокости, от которой она бежала. Мужчина замер. Он видел бездомных животных, спасал и терял. Но здесь было нечто иное. Эта кошка не просила о помощи. Она принесла ее. Не клянчила, доверилась. Она стояла, дрожала, но не отступала. Даже когда он подошел ближе, даже когда поднял малыша, она не двинулась, словно знала, если уйдет сейчас, потеряет все. Он не знал, что делать.
но знал, что не может отвернуться. Мужчина открыл дверь своего старого джипа. Кошка вошла внутрь сама. Неуверенно, тяжело, но без принуждения. Она устроилась у его ног, прижавшись к сиденью. Глаза ее не отрывались от куртки, в которую был завернут ее детеныш. На всем ее лице было написано только одно: она осталась не ради себя. Дорога до его хижины была долгой. Узкая тропа через холмы, через лес, через туман. Фары выхватывали стволы деревьев, силуэты сов на ветвях, которые наблюдали за миром с высоты. Внутри машины царила редкая тишина, тишина, в которой не было одиночества, только ожидание и взаимное молчание. Хижина стояла у кромки леса, старая, деревянная, пахнущая сосной и пеплом. Внутри было тепло, камин все еще держал огонь, воздух дрожал от жара. Мужчина принес одеяло, сделал гнездо, уложил котенка, поставил миску еды. Кошка наблюдала. Она не рвалась к еде. Она сидела у дивана, дрожа, но не двигаясь. Только когда он ушел в другую комнату, она подошла. Сначала к малышу, облизала его мордочку, вдохнула его запах. Потом к еде. Осторожно, без жадности. Как будто не верила, что ее никто не оттолкнет. Этой ночью она спала. Впервые за долгое время. Своим телом она укрыла котенка, и дыхание ее стало размеренным. Но утро принесло тревогу. Малыш почти не дышал. Его животик еле поднимался. Глаза были закрыты. Он был на грани. Не теряя ни минуты, мужчина вновь завернул его в куртку и отвез в ветеринарную клинику. Кошка сидела рядом в машине. Ни одного звука, только неподвижность, только взгляд, приклеенный к одеялу. Ее сердце, казалось, не билось. Оно замерло, пока не узнает, будет ли жить ее ребенок. В клинике, когда дверь за малышом закрылась, она не двигалась с места. Целый час. Ни одного шага, ни одного вздоха. Ветеринар видел разное, но такое впервые. Эта кошка сидела словно статуя, вслушиваясь в каждый звук, будто сама находилась под ножом. Когда малыш вернулся, она подбежала к нему, облизала, уткнулась мордой в его грудку и издала стон. Долгий, хриплый, из самых глубин, не от боли, а от освобождения. Он был жив. И ее душа, казалось, наконец позволила себе плакать. Они вернулись в хижину. Там все уже стало по-другому. Кошка не смотрела на мужчину как на угрозу. Она не сторонилась, она подходила ближе, и в каждом ее движении читалась благодарность. С каждым днем котенок рос. Он начал шевелить лапками, открывать глаза. Кошка не отходила от него. Грела, защищала, играла. Иногда ночью она поднималась, подходила к мужчине и ложилась у его кресла. Все еще настороженная, но рядом. Как будто говорила: «Я рядом, я наблюдаю, я учусь». И однажды утром, под щебет птиц и треск камина, малыш поднялся. Его лапки дрожали, хвост изгибался, но он пошел. Первый шаг, второй. Он упал и снова встал. И побежал к матери. И в этот миг Лукас понял — это семья. Шли недели. Котенок становился все крепче. Его глаза блестели. Он гонялся за мухами, играл с листьями, исследовал хижину. А кошка, она уже не пряталась. Она подходила к мужчине, ложилась рядом, позволяла гладить себя за ушами. Тихо, терпеливо. А иногда сама касалась его рукой своей мордой. Это был ее способ сказать: «Теперь я тебе верю». Однажды вечером, когда солнце садилось за холмы, она поднялась на диван, на котором он сидел, и положила голову на его колени. Без страха, без ожиданий. Просто с тишиной внутри. И он понял. Она осталась. Она выбрала.
Она и ее сын теперь дома. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.